SC Genius. Друзья, всех приветствую, давненько не было обзоров, я думаю, пора исправить это. Сегодня в обзоре рассмотрим новинку от Syngad. Я думаю, вы уже знакомы с этим брендом. Стоимость наушников с учетом скидки сейчас составляет $67. Наушники поставляются в такой небольшой черной коробке с приятным таким оформлением. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает один динамический драйвер, 10 мм с двойной магнитной цепью и двумя полостями. Звучит неплохо, да? Ну а чувствительность наушников составляет 123 дБ, и они получили 16 Ом импеданс. Также здесь имеется два таких графика чиха этих наушников от производителя. О них поговорим позже. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Ну а первое, что нас встречает, это цитата со смыслом: «Не пытайтесь добавить еще несколько лет к своей жизни, лучше добавьте больше жизни к своим годам». Паскал. А под ней нас встречают наушники, полностью изготовленные из металла. Выглядят они очень элегантно, да и в руках ощущаются приятно и надежно. Но их зеркальное покрытие вот это прямо очень так хорошо собирает отпечатки, поэтому вам придется постоянно протирать их. На лицевой части здесь имеется логотип Syngad. У них установлен разъем 2 пин. А на внешней части наушника указан левый и правый канал соответственно. Имеется первое акустическое отверстие, и второе расположилось рядом с таким серебристым съемным соплом, которое можно без проблем поменять и вот так открутить и поставить, допустим, с черной резинкой. Сейчас у меня стоит с красной. Использовал наушники и я, кстати, именно с ней. Что касаемо посадки и эргономики у наушников, то все отлично. В ушах они очень хорошо фиксируются, прилегают довольно плотно, поэтому звукоизоляция остается на хорошем уровне. Но еще здесь в комплекте имеется две таких инструкции, мануал по использованию, что как подсоединять, подключать. Такой стандартный довольно комплект силиконовых амбушюр, мне кажется, можно было бы положить побольше на выбор, но вот как есть. И небольшой плотный кейс, в котором находится посеребряный медный кабель, сменные сопла с черной резинкой, вот так они выглядят, и дополнительные уплотнительные резинки, ну, чтобы вы могли в случае потери без проблем их установить, потому что где еще их достать, я лично не знаю. Кабель с виду довольно простой, имеет разъем 3,5 джек и коннекторы 2 пин. Такой довольно стандартный, да? Но вот на деле он оказался очень удобным и гибким. У него есть правильно сформированные заушины и хороший вот этот фиксатор для подтяжки, чтобы зафиксировать. Прям очень хорошо фиксирует, кабель не расслабляет здесь, и он не спадает, получается. На некоторых кабелях у меня была такая проблема, но вот с этим такого нет. Менять этот кабель на другой лично я не вижу смысла. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому главному, а именно к звучанию этих наушников Syngad EA500. Использовал и слушал я эти наушники с ЦАПом Topping G5. Теперь давайте посмотрим графика чиха этих наушников. Выглядит он, конечно, на первый взгляд довольно аккуратно. И я бы сказал, немного нетипично, имеется ощутимый такой спад на саббасе, но есть довольно продолжительные высокие частоты. Но, конечно, Syngad EA500 не является прямо такими басхедными наушниками, но и не ощущаются очень линейными. Да, акцент на низких частот смещен в сторону мидбаса, но это не значит, что у них нет саббаса. Просто он не занимает доминирующую позицию, а лишь слегка дополняет и дает неплохое басовое наполнение в музыке. У баса определенно есть выраженный и четкий удар с хорошей скоростью и отличным контролем, но больше всего меня удивило его разрешение и текстура. То есть бас не играет тупо и монотонно одну ноту. Что касаемо средних частот,
то я бы сказал, что это их самая выделяющаяся часть. И, возможно, это их козырь. Они очень хорошо сформированы и имеют довольно правильную подачу, которая мне нравится. То есть вокал в этих наушниках выдвинут вперед и звучит широко и открыто. В этом диапазоне присутствует достаточное количество воздуха для лучшего разделения. Но, конечно, стоит сказать, что для меня с черными соплами вокал в этих наушниках оказался прямо очень ярким. И заметно так уже выдвинулись малые барабаны за счет подъема на 2 кГц. Поэтому я сразу же поставил сопла с красной резинкой и слушал эти наушники только с ними. Этот вариант мне понравился намного больше, вокал остался вот по-прежнему достаточно аналитичным и насыщенным, но уже чуть более смягченным, а верхняя середина уже успокоила малый барабан. Поэтому в большинстве треков при таком использовании не было каких-либо явных резонансов, которые могут быть опасны в этой области. Но мне точно стоит предупредить вас, что эти наушники заметно требовательны к качеству записи. А теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках, которые получились очень резвыми, может немного и нейтральными, но точно не теплыми. Они скорее больше такие холодненькие. Но здесь есть чертовски крутая техничность, которая мне прям понравилась. На самом деле не часто в этом ценовом диапазоне я встречаю такие техничные воздушные верха. Как правило, многие стараются сгладить и сделать такой больше уклон в музыкальность в этом диапазоне, но Simgot решили пойти по другому пути и сделать техничные, такие дерзкие верха, удивляющие с первого прослушивания. Как видно на графике, мы не имеем каких-то яростно выпирающих пиков, есть совсем небольшое усиление в 8 кГц, компенсационные ямки, легкая такая дополнительная резкость на 8 кГц ощущается, чтобы сделать перкуссию и атаку инструментов достаточно такой энергичной и детальной. Это очень заметно, тарелочки с перкуссией прям хорошо проработаны, совсем не теряются в музыке и отлично дополняют общую картину, оставляя после себя аккуратный шлейф реверберации. Ну а что касаемо стереопанорамы и ее проработки, то здесь в целом все довольно уже знакомо. Сцена по ширине довольно хорошо строится и неплохо так охватывает своей не менее скромной глубиной. Инструменты в пространстве не теряются, звучат довольно раздельно и проблем с их определением у вас не возникнет. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. Simgot EA500 это очень интересная новинка, которая появилась довольно неожиданно и уже заметно так получила хорошую популярность. И я думаю, это оправдано. Учитывая их совсем небольшую стоимость, за эти деньги мы получаем очень техничную и резвую динаму, которая подойдет для большинства музыкальных жанров. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и пока.